Друзья, всем привет! Хочу вам показать результат двухгодичного или даже уже трехгодичного, получается, выращивания смородинового дерева или штамбовой формы смородины, в штамбовой формировке. Еще называют такую формировку смородина на палочке. Смысл в чем? Вот стоит опора в виде арматуры. У смородины всего лишь один стебель, один побег, и он же является штамбом. 2 года назад я начал формировку смородины таким способом. У меня смородина белая, и сейчас я вам расскажу о плюсах и о минусах выращивания таким способом. Плюсы у этого способа такие. Начну с плюсов. То, что в принципе это более декоративный вид выращивания смородины. Хорошо продувается ягода, ягода созревает раньше, она немного крупнее, нежели у смородины, которая растет большим кустом, так как в основном все силы растения уходят как раз таки на формирование урожая. Урожая, конечно, немного получается, то есть урожайность падает при таком способе, это уже минус. Но, в принципе, формировка больше декоративная. Особенно красиво смотрится красная смородина. Она, если такой кустик будет у вас стоять, допустим, одиночно, где-то на газоне, или в ряд несколько кустиков сформированы таким способом, смотрится очень красиво и декоративно. Хорошо продувается, меньше болеет, ухода требует также поменьше. Ну, обрезка, конечно, нужна формирующая для того, чтобы штамб оставался. Вырезаются все побеги, волчки, которые идут снизу от корня. И формируется таким, как бы здесь уже сверху, ну, можно сказать, как кустиком, таким шариком, что ли. Штамб высотой около 50, может быть, чуть больше сантиметров. И сам по себе куст невысокий у меня, около метра, может быть чуть больше, может быть около, ну, максимум 1,5 метров у него высота. Вот такая вот интересная формировка смородины. И есть, конечно, минусы. Минусы существенные. Основной минус — это то, что урожая на такой смородине немного. Ну, пожалуй, вот он единственный и самый существенный. А так, собирать очень удобно такую смородину. Ягода вся в доступе. Ну, повторю, что она очень красиво смотрится. Сейчас я вам покажу еще один кустик такой же белой смородины. И сразу отвечу на некоторые вопросы. Часто мне задают, из каких видов смородины можно выращивать таким образом штамбовую форму. Больше всего подходит, конечно, для выращивания в штамбовой форме красная смородина, белая, золотистая тоже хорошо. То есть те смородины, у которых толстый стебель и более долговечный. Вот из черной смородины такое деревце вырастить можно, но, ну, скажем так, нецелесообразно, потому что побег у черной смородины живет 3-4 года, а у красной смородины 5-7 лет, то есть более долговечный. Потом устаревает и, по идее, надо будет менять. Еще один минус, забыл сказать, то, что если поразят вредители основной стебель, допустим, стекляница попадет в побег и он засохнет, то тогда растение, соответственно, полностью погибнет, и вам нужно будет по новой формировать новый штамб, что тоже требует времени и затрат. Попробуйте, может быть, кому-то понравится. И сейчас покажу вам еще один кустик такой же смородины. У меня тут рядом растет. Этот куст немного выше. Также белая смородина. Вот такими гроздями она плодоносит. Ну и, как видите, урожай есть и сверху, и практически до самого начала штамба, до верхней точки штамба. Также штамб здесь около 50 сантиметров. К арматуре я креплю его при помощи вот таких вот кусочков старого укрывного материала.
Агроспан, он мягкий, не перетирает и хорошо держит. Вот смотрите, вам еще показываю, как прикреплен стебель смородины к опоре. Вот такой вот кустик белой смородины можно сформировать на штамбе. Всем большое спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы в комментариях.